Друзья, всем привет! Сегодня я предлагаю приготовить домашний майонез. Сама я не очень часто его ем, даже сказать, что я его ем очень редко на праздники, в салате оливье, шуба, да, в общем, наверное, и все. Вот, но я знаю, что есть люди, которые очень часто едят майонез, которые его любят, так вот, я предлагаю вам приготовить домашний майонез. И тот продукт, в котором вы точно будете уверены, вы будете точно знать, что вы туда положили. Ну что, давайте готовить. Для приготовления домашнего майонеза нам понадобится 40 граммов желтка, это приблизительно 2 штуки, 1 чайная ложка горчицы, 300-320 мл растительного масла подсолнечного или оливкового, сок лимона, соль и 100 граммов белого йогурта или нежирной сметаны, это уже по желанию. Берем мерный стакан, отправляем в него желтки. Оп. Я использую сейчас 2 желтка, это около 40 граммов. Так, сюда же горчицу. Горчицу я беру среднеострую. Теперь берем погружной блендер. Насадка у меня здесь вообще для эмульсии, для эмульгирования, вот такая. Но можно использовать и насадку, которая с ножами. Так, и начинаем взбивать. К желткам с горчицей добавляем буквально чайную ложку лимонного сока. По сути, майонез – это объединение жира и воды и превращение их в эмульсию. Поэтому майонез – это эмульсия. И очень важно взбивать все это погружным блендером и растительное масло добавлять тонкой струйкой, совсем вот по чуть-чуть, иначе если вы добавите полностью все сразу, то у вас не получится пышной, легкой, нежной массы, у вас получится что-то такое жидкое, однородное, но жидкое. Итак, продолжаю взбивать и тонкой струйкой ввожу растительное масло. Смотрите, какая текстура у нас получается. Шикарная, да? Продолжаем доливать масло и взбивать. Когда половина растительного масла уже добавлена сюда, можно небольшими порциями начать добавлять йогурт или сметану. То есть мы сейчас чередуем растительное масло, йогурт и сметана. И снова продолжаем все это превращать в эмульсию. Смотрите, какая красота получается. По сути, майонез, как вы уже поняли, как многие из вас знают, это жир. Да, это масло взбитое. Так вот, один мой хороший друг, Вова Ярославский, подсказал мне, что можно немножечко сбить вот эту жирность и дать легкость и нежность майонезу за счет йогурта или 10% сметаны. Я использую такой вариант. У меня здесь белый йогурт нежирный, по-моему, 4 или 4,5% всего лишь жирность. И мой майонез получается такой же нежный, плотный, устойчивый, но при этом есть в нем такая нежность и легкость, вот, то есть мы немножечко его облегчаем таким образом. Если вам не нравится этот вариант, вы можете добавлять просто по чуть-чуть, вот немного воды для того, чтобы давать майонезу такую более гладкую текстуру и более такую текучесть, вот, потому что если делать исключительно на растительном масле, то слишком текстура такая плотная и кажется мне даже немножко забитая. Итак, добавляю остатки растительного масла
И сюда же остатки йогурта. Так, чуть-чуть йогурта. Оп. И мой майонез практически готов. Вот. Красота! Теперь остается только лишь довести до вкуса. Наш майонез нужно посолить. Можно еще немножечко добавить лимонного сока. Это уже вы как любите, более с кислинкой майонез. Больше соли, меньше соли. Доводите до вкуса, в общем. Все, наш майонез готов. Смотрите, какой красивый майонез получился. Друзья, вот так быстро, легко из доступных ингредиентов мы с вами приготовили домашний майонез. На основе этого соуса можно приготовить еще множество интересных соусов. Но об этом немного позже, если вы, конечно, захотите. Пишите в комментариях, какие соусы вы хотели бы научиться готовить. А больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моем сайте и на моих мастер-классах. Если вам был полезен, интересен этот урок, подписывайтесь на мой канал и давайте готовить вместе. С удовольствием!